Добрый день, друзья! Сегодня готовим пирог «Дамский каприз». Для начала яйца разделим на желтки и белки. Белки на время оставим в холодильник, а желтки переливаем в миску, добавляем щепотку соли, всыпаем 125 грамм сахара, это половина от общего указанного количества, и при помощи миксера взбиваем желтки до пышной массы, приблизительно около 2 минут. Я взяла 5 яиц, но если у вас они крупные, то достаточно будет и 4. Теперь в хорошо взбитые желтки добавляем 250 грамм сметаны комнатной температуры, у меня жирностью 20%, и вливаем 150 грамм растопленного и полностью остывшего сливочного масла. И миксером перемешиваем все компоненты до однородности. Полный список ингредиентов и точное их количество я, как обычно, напишу в описании и в конце видео. В другой миске соединяем 230 грамм просеянной муки и 1 чайную ложку разрыхлителя. Высыпаем сухие ингредиенты к жидким и перемешиваем миксером на самых слабых оборотах. Долго не взбивайте, нам нужно сохранить воздушность теста. Лучше домешать невмешанные остатки муки лопаткой. Тесто готово. По консистенции оно получается довольно густое. На дно формы для выпечки обязательно кладем лист пергаментной бумаги. Это делается для того, чтобы пирог мы смогли достать из формы. Размер моей формы 23 на 33 см. Перекладываем в нее тесто и равномерно разравниваем его по всей поверхности. Ставим выпекаться корж в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 25-30 минут, режим вверх-вниз. А пока выпекается бисквит, сделаем меренгу. Достаем охлажденные белки из холодильника, переливаем в миску большего размера, добавляем к ним щепотку соли и взбиваем на сильной скорости до появления белой пены. Затем, постепенно всыпая сахар, продолжаем взбивать белки до устойчивых пиков. Сахара нужно в белки столько же, сколько мы добавляли в желтки, также 125 грамм. Правильно взбитые белки не сдвигаются в стороны и при переворачивании миски остаются в ней. Еще один немаловажный ингредиент в сегодняшнем рецепте – это грецкие орехи. Они придают свою изюминку пирогу. Пересыпаем их в пакет и либо скалкой, либо молоточком, как вам удобнее, измельчаем орехи на более маленькие кусочки. Мне нравится, чтобы орехи были не сильно мелкие, а вперемешку попадались и крупные кусочки. Сегодня я делаю классический рецепт пирога с густым клубничным вареньем. Подойдет также и джем. Но можно экспериментировать со вкусом и каждый раз брать варенье из разных ягод. Ну что же, бисквит готов. На всякий случай проверяем его деревянной шпажкой, обязательно втыкаем ее в центр, и если она выходит сухая, значит корж готов. Достаем его из духовки и даем немного остыть, буквально минут 5. Затем бисквит смазываем клубничным джемом или вареньем и сверху выкладываем белки. Равномерно распределяем их по всему бисквиту. И еще раз ставим пирог в духовку на 10-15 минут, пока безе не станет золотисто-коричневым цветом. Температуру в духовке оставляем той же, 180 градусов. Все, пирог «Дамский каприз» готов. Достаем из духовки и даем ему полностью остыть прямо в форме. Затем достаем его аккуратно из формы и перекладываем на ровную поверхность. Тонкой силиконовой лопаткой отклеиваем бумагу от бисквита и аккуратно снимаем ее.
Посыпаем пирог сверху рубленными орехами и нарезаем на порционные кусочки. Храним пирог в закрытом контейнере, обязательно в холодильнике. Он получается очень мягкий, нежный, вкусный и совсем несложный в приготовлении. По вкусу пирог ничуть не уступает тортам. Я уверена, что, попробовав раз, вы будете делать его постоянно. Если остались вопросы, не стесняйтесь, задавайте их в комментариях. Я все читаю и не оставляю без внимания ни один. А в плейлисте «Выпечка» вы найдете для себя еще больше разнообразных и интересных рецептов. Булочки, печенье, пироги, торты, хлеб, пончики, оладьи, блины. Смотрите, выбирайте и готовьте вместе со мной. Ставьте лайки и не забывайте подписываться на канал. С любовью, Евгения и кулинарный канал «Это просто».